приехали на перегон на Хилюлю Сартовала, на местный карельский баян, на котором все фотографируют. И, о чудо, здесь сделали благоустройство для железнодорожных фотографов. Посмотрите, во-первых, сюда идет классная тропинка от платформы Морозовская. Вот еще она выглядит вот так. А там еще есть классные мишки и другие скульптуры, малые архитектурные формы. И вот мы пришли сюда, и здесь есть такая классная деревянная лестница, классные перила. ТЭП-60 мы уже сняли, и сейчас будем фотографировать здесь паровозы. Ты что тут делаешь? Как это что? Снимаю крутые железнодорожности в Карелии. Например, ТЭП-60. А я тоже снимаю железнодорожности Карелии. ТЭП-60, Машки и все остальное, что приедет. Мое видео наберет больше просмотров. Игорь, ну ты сначала ролик смонтируй. Стоп, что? Напоминание? Ролик только через полгода выйдет. Ну, тем более. А это кто такие? Эти трое в шубах. Так это же автобус-мастер Михалыч и тираннозавр Рекс. Ты что, не знаешь? Это же главные герои в некоторых моих видео, особенно автобус-мастер. Кстати, ребята, это же канал Блог ЖД-фотографа. Я Игорь Абросимов. За камерой сейчас у нас Влад Григорянц, канал Метро Жизнь. И мы приехали в Карелию снимать местные железнодорожности. ТЭП-60-0904, паровозы, а также все остальное, что приедет. Погодка сегодня, как видите, потрясающая. Так что мы начинаем. Начался суперсильный дождь, поэтому мы решили прийти в это бетонное укрытие, чтобы сфотографировать паровоз отсюда. Правда, здесь тоже идет дождь. Хотя, если встать вот так, то уже и не идет дождь. Короче, погодка сегодня в Карелии замечательная. Ставьте скорее лайк. Видите, в каких условиях записывают для вас крутой контент. Паровоз называется Л-5164. Построен он в 1955 году на Ворошиловградском паровозостроительном заводе. Ныне Луганский тепловозостроительный завод, хотя точнее ныне не действующий тепловозостроительный завод. Паровоз Л-5164 был восстановлен в 2023 году. И следующий номер в нашей программе — это «Ласточка» с сообщением Санкт-Петербург-Хилюля. Зачем именно до Хилюля? Почему, например, не до горно-парка Рускеала? Сомнительно, но окей. Игорь, ну радуйся же, что до Хилюли, ведь можно же сфотографировать в таком прекрасном месте. Не только же паровозы, ТЭП-60, РА-3, ведь можно же сфоткать и ТЭП-70Б с ласточкой. Почему нет? Видео с ласточкой записать, к сожалению, не получилось, поэтому вот вам классная фотография. Едет паровоз, над лесом вздымаются клубы дыма. Какой ты хочешь снять паровоз? Лебедянку, потому что я люблю этот паровоз. А я хочу любой, кроме лебедянки, потому что лебедянка уже была. И это лебедянка. Л-3313, построен в 1953 году на Ворошиловградском паровозостроительном заводе, восстановлен в 2022. Ну и, конечно же, мы уже сняли главную местную новую достопримечательность — тепловоз ТЭП-60-0904 с так называемым зоопарк-экспрессом. Он курсирует от Сартовала до станции Лепесюри, где находится Карельский зоопарк. Тепловоз 1979 года постройки, в 2024 году восстановлен до ходового состояния и теперь на данный момент обитает вот здесь, ездит с туристическими поездами. Посмотрим, куда его занесет в следующий раз.
ну, если отбросить, конечно, железнодорожную составляющую, то это очень красивое, замечательное место. Посмотрите, здесь какие скалы, камни, сосны, березки, озеро какое широкое, а? Красота. Нет, место прям вот красивое. Но с точки зрения железнодорожности, это, конечно, место баян, как я уже сказал. А с точки зрения природы, это, конечно, место шикарное. Шикарное. Мне нравится. Моя оценка перегона Хилюля стартовала 7 Илье Варламовых из 10. Здесь сделали потрясающее благоустройство для железнодорожных фотографов. Сделали стол, стул, лестницу, деревянные мостики. И вообще здесь очень красивый пейзаж. Но здесь должен быть навес от дождя. А также нужно убрать вон тот километровый знак, потому что теперь мне придется замазать его на всех фотографиях. Поехали дальше. Вообще нужно отметить, что благоустройство без шуток здесь классно сделали. И здесь и классные деревянные лестницы, которые потрясающе вписываются в пейзаж. И здесь сделали вот это классное тросовое ограждение, очень даже красивое, симпатичное. Конечно, вот эти крепления можно было как-то получше продумать, но в принципе и так неплохо вроде смотрится. Здесь, конечно, не хватает тоже лестницы, но, наверное, она в будущем появится. А вот маломобильным гражданам здесь, конечно, туго приходится. Да, Владос? А еще в Карелии удивительная природа. Достаточно просто вниз посмотреть, и тут сразу куча разных видов трав, лишайников. Вот такие вот здесь есть такие листочки, такие есть. Вот такие, к сожалению, не знаю, как называется, но это не мешает мне показать биоразнообразие региона. Смотрите, как здесь много всего красивого. Вот. Сосны здесь есть, рябина здесь есть, еще какие-то есть, березы есть. Все здесь есть. Просто замечательное местечко. Берегите природу, мать вашу. Так, Владос у нас немножко хромой. Владос, как тебе лестница, как тебе горы Карелии, как тебе скалы? Смотря в тех местах, что я был ранее, в том же Айгире, на линии Инзер-Магнитогорск, все выглядит достаточно печальнее, чем тут. Так что здесь еще нормально. Вот еще в Карелии много разных мхов и лишайников. Например, вот на этом камне растут и вот такие, и вот такие, если, конечно, это мхи и лишайники, не знаю. Здесь даже сделали классную стильную навигацию к поездам. 15 минут к горе Пасо, 5 минут. А где гора Пасо? А вон гора Пасо. Еще на этом мосту есть урбанистика. Смотрите, здесь есть такие стеклянные краны, чтобы автомобили не облили грязью прохожих на мосту. Очень современная технология. Лайк. А вот название реки. Называется она Хелюля-Ньоки. Горный парк Рускеала, поезд Деда Мороза, ТЭП-60 и другие местные достопримечательности вам, конечно же, покажут. Но только я на своем канале покажу вам, как живут реальные люди в реальной Сартовале. Например, вот здесь есть автобусная остановка, которая представляет собой просто небольшую бетонную плиту, и все, павильона здесь нет. Ну, есть зато освещение. Правда, нету на этой остановке каких-либо указателей маршрутов. Что, когда здесь приедет, совершенно непонятно. Но зато это все есть на остановке в сторону города, в сторону Сартовала. Здесь есть павильон, не очень красивый, конечно, в туристическом месте должен быть павильон посимпатичнее. Ну и на этом спасибо. А вот и местный автобус Пас Вектор Next. Не низкопольный Ильяс, а Пас Вектор Next. Тестируем Пас Вектор Next. Впервые на канале блог ЖД Фотографов. Итак, друзья, много раз на своем канале я критиковал автобус Пас Вектор Next. И вот, наконец-то, мы в нем сейчас прокатимся. Точнее, мы уже в нем катаемся. Пас Вектор Next, он же Пас 3204. Это проект 2003 года. Есть автобус Пас 3204, есть 3204 Вектор, у него уже другая морда. Потом есть Пас 3204 Вектор Next, в котором мы едем сейчас. Всего таких автобусов построено более 19 тысяч, так что это очень-очень массовый автобус. И есть они во всех городах. Пожалуй, их нет только в Москве на данный момент. И то, наверняка они там все-таки есть, просто заезжают с различных пригородных маршрутов. Короче говоря, это символ автобусных перевозок России. А еще в нем здорово колбасит. Вот такой вот автобус. Высокопольный, водитель сидит спереди. Справа от водителя есть пассажирское место. Внизу, в конце есть низкопольная площадка, куда можно поставить коляску. Вот она, площадка. С велосипедом в этот автобус влезть нельзя. Да и не очень-то и нужно. Вот. Ну, в целом,
для своих задач неплохой автобус, но, конечно, в городах, я считаю, должны быть большие низкопольные автобусы. Классический... Конечно, жесть, это же пазик. Классический ПАЗ-3204 выпускался с 2006 по 2018 год. С 2013 выпускается ПАЗ Вектор, а ПАЗ Вектор Next выпускается с 2016 года. По сей день все это добро выпускается. Мы, пользуясь случаем, сейчас быстренько снимем короткий обзор сортовала. Как видите, здесь есть лужа, видимо, с погодой не повезло. Также здесь есть отсутствующий асфальт, что приведет в ветреную погоду к пыли. Здесь есть тротуары, так себе. И, конечно же, здесь есть вот эти вот непонятно зачем нужные секции заборов. От кого они и что здесь защищают, совершенно непонятно, конечно. Вот, есть здесь грустные дома. Так, что еще тут есть? Ух ты, там есть красивый памятник-мемориал. Видимо, это какой-то памятник в честь Великой Отечественной войны. Да. Есть вот такой вот старый, но, к сожалению, облезлый дом. Есть какая-то строящаяся штука, рынок. Опять забор вдоль тротуара. При этом тротуар совершенно разбитый. Вот нет бы сделать нормальный тротуар сначала, а потом уже вот эти заборы лепить. Правильно я говорю? Правильно. Ну вот. Стильная лавочка есть. Красивая достаточно. Есть урбанистика, то есть там нет ступеньки на вход на пешеходный переход. Плюсик ставим. Там есть красивое кирпичное здание с запрещенным лозунгом наверху. Мне нравится такая архитектура. Много зелени. Опять так себе тротуары. Опять пошел забор. Вот, причем здесь проезжая часть отделена газоном от тротуара. Зачем этот забор стоит? Никто и так не пойдет на газон все равно. Смысла вот в этом заборе. Все сортовало в этих заборах. Вот просто что это? Кринж. Красивое деревянное здание. Еще одно красивое деревянное здание. Обалдеть, вот это классная архитектура, мне очень нравится. Так, это у нас, видимо, хрущевки. Так, есть вот такая кирпичная многоэтажка. Опять забор, а за забором красивый сквер с модными скамейками. Что, уже выходим? Отлично, погнали. С пазика мы сразу видим красивые элементы архитектуры. Я, правда, не знаю, что это, но это точно что-то красивое. Все, прощаемся с нашим пазиком Вектором Next. Давай, пока, пазик. Вот опять забор. Вот мешает снимать пазик. Кошмар. Ух ты, какая шикарная там деревянная башня. Классно сортовало. Мне сортовало напоминает Выборг, что, в общем-то, неудивительно, потому что оба города неподалеку от Финляндии находятся. Соответственно, здесь есть какие-то отголоски финской архитектуры. Вот, например, здесь вот этот чудесный дом кирпичный. У него там наверху узорчики тоже выполнены из кирпича. Довольно приятная архитектура. Вон, там дом, который, видимо, ремонт проходит, он там утеплителем его укладывают. Так, магазин не очень красивый, ну ладно. О, вот серьезно, зачем забор здесь стоит? Ух ты, там какая-то красивая мощенная дорожка. Вот, опять можно видеть лужу на проезжей части. Я даже не знаю, в чем причина. Либо время года, или удачно, либо здесь нет ливневки. Если здесь нет ливневки, то вопросы к местному городскому руководству. Ну ладно, что я все о плохом да плохом. Смотрите, какой здесь красивый сквер. Например, здесь в этом сквере есть вот такие вот замечательные часы со стильными стрелками. Есть вот такая бабочка, которая является одновременно держателем для клумб. Видимо, здесь такие горшки летом стоят. За скамейки надо поставить лайк. За велосипедную стойку дизлайк. Это отстойная велосипедная стойка. Вот, красивые клумбы с цветами. И, конечно же, здесь фонтанчик. Так, с фонтанчиком, наверное, что-то не так. Мне кажется, или здесь должно быть больше струй. Ну ладно, я не эксперт по фонтанам. Наверное, так и должно быть. Вот здесь есть замечательная малая архитектурная форма. Кошка обнимается с собакой. Вот они такие довольные сидят. Можно прикоснуться. Вот киса, собака. Я вижу классное бетонное здание с очень красивой дверью, которое, конечно, заслонил забор. Зачем этот забор здесь? Пожалуйста, уберите эти заборы из всех городов, особенно из Сортовала. Из Выборга тоже надо убрать заборы. Так, вот тоже историческое здание с не очень красивыми вывесками. Ну ладно, это нормальное явление для России. Так, какой потрясающий бетон с крошками. Класс. А я знаю, что будет зимой вот здесь. Вспомним видео из Выборга. Ну, естественно, поскольку здесь почти везде водосточная труба выведена просто на тротуар, все тротуары представляют собой здесь ледяные горы. Чему, к сожалению, удивляться в России не приходится. Ой, там стоит классный автобус
Дружище, скажи что-нибудь об этом автобусе на автобус-мастерском, пожалуйста. Какой настоящий автобус? Не настоящий автобус, ну скажи, это что-то автобусоподобное. Ничего не хочет говорить. Вот этот самый. Ну ладно. Я сам расскажу про этот автобус, потому что я тоже своего рода автобус-мастер. Так, у этого автобуса есть прикольные такие круглые задние огоньки. И что же это за автобус? Может быть, здесь есть какой-то знак? Оттава? Что за еще за Оттава? Все, что Google объектив помог мне выяснить об этом автобусе, это то, что он, во-первых, называется Оттава, а во-вторых, стоит в городе Сартовала. Потрясающий факт, как будто бы я сам бы не догадался. Что ж, в таком случае придется самому разбираться, что это за пепелац такой. Так, ну сначала посмотрим на красивый междугородний МАН. Итак, давайте же разбираться, что это за такой пепелац. Похож он на какой-то газовский автобус времен до Великой Отечественной войны. Я, к сожалению, в них не разбираюсь, не знаю, какие там модели есть. Ну, например, вот на такой, значит, заводской знак есть Оттава. Фары установлены на стебельках. Есть вот такие вот крылья. Есть у него дополнительный фонарь, есть кругленькое зеркало, как и положено всем старым автомобилям. Внутри у него от старого автомобиля приборная панель, руль. Там написано Made in Japan, на этом руле наклеечка наклеена. Вот такие вот педали в нем есть. Есть вот такое сиденье водителя, справа от него рычаг. И вот такие сиденья вдоль стенок, как в метро. Что касается кузова, также вот этих дверей, то это, скорее всего, новодел. Потому что вряд ли бы здесь стали выставлять настоящий ретро-автомобиль 30-х годов с его оригинальным кузовом. Мой вердикт. Навье, неинтересно. Не отходя далеко от автобуса, можно сразу же посмотреть на классную архитектуру. Вот это здание бывшего управления Православной Церкви Финляндии, построенное в 1930-32 годах. А за ним торчит какая-то антуражная выхлопная труба. И вот этот чудесный деревянный магазин, тоже, очевидно, какая-то старая постройка с огромными окнами. Вот здесь такие вот есть классные рыбки. Вот такая рыбка есть, баба-яга тут есть, пейзаж красивый есть. В общем, это магазин сувениров в классном историческом деревянном здании. Просто потрясающе, ничего не скажешь. А что касается урбанистики, то мы можем здесь видеть кучу-кучу парковок. Бесплатных, разумеется. Если бы они были платными, здесь всегда было бы парковочное место. А пока парковки будут бесплатными, парковочных мест вы не найдете. Классная музыка, чувак, жалко, что мне не нравится. Так, ну и, конечно, мы сейчас сделаем внезапную инспекцию случайного двора, потому что я не был бы собой, если бы отказался от внезапной инспекции случайного двора. Итак, смотрим. Так, здесь у нас что есть? Здесь у нас есть красивое кирпичное здание, предположительно тоже историческое, потому что здесь вот такие вот узкие окна с такими арочными вершинами и с деревянными рамами, кстати. Это точно историческое здание, видимо, тоже какая-то финская архитектура. Двора здесь как такового не существует, здесь просто бетон и автомобильная стоянка, больше здесь ничего нет. То есть вот вы, допустим, из этого подъезда выходите, и у вас тут стоянка, все, ничего нет. Ни детской площадки, ничего. К сожалению, ничего удивительного, но дворы здесь вот в таком состоянии, можете видеть сами, комментировать нет смысла. Зато здесь красивые дома. Вот здесь вот, например, вот такой красивый жилой дом. Это какое-то административное здание. Но вот а двора здесь нет. И это печально. Я понимаю, я в каждом видео бомблю вот на эти заборы, но я не могу перестать это делать, потому что меня реально эти заборы просто вот раздражают. Вот зачем этот забор здесь? Так, ну ладно, все, опять критикую да критикую. Давайте посмотрим на красивое. Вот на это чудесное здание 1920 года постройки. Деревянное. У него есть деревянный классный шпиль. Классные исторические деревянные окна. Здесь окна не заменили на пластик. Посмотрим, что внутри. Внутри у них есть какие-то такие вот ловцы снов, если не ошибаюсь. Здание построено по проекту мастера Пекка Веттерштанд. Как первое кафе в городе Сартовала. Это первое кафе в городе Сартовала. Обалдеть. Позже использовалось как жилое. Полная реставрация прошла в 2018 году. Здание в частной собственности. Потрясающе. Итак, это здание первого в Сартовале кафе. Как выяснилось, из мемориальной таблички. Вот на всех бы зданиях была мемориальная табличка, цены бы не было. Да, когда видишь такие потрясающие шедевры архитектуры, можно закрыть глаза и на раздолбанный асфальт, и на кривой тротуар, и на забор, и на все. Но вот разве это не потрясающе? Сейчас там есть мемориальная табличка, не нужен Google объектив, сейчас узнаем, что это. Посмотрите, какие классные двери, такие вот объемные деревянные формы у них. Просто шикарно. Ух ты, какой красивый горшок или что это? Итак, мемориальная табличка. Жилой дом конца 19 века. Памятник. Объект культурного наследия. Я хотел бы в таком доме жить. А с другой стороны тоже классный дом. С ума сойти.
контраста сортовала. С одной стороны, замечательная отреставрированная деревянная архитектура, с другой стороны, тротуар. Вот иду я по этому тротуару и чувствую себя в полной безопасности, потому что я отгорожен от автомобилей забором. На меня совершенно точно никто здесь не наедет. И совершенно точно никто не сможет через этот забор перелезть и выпрыгнуть на проезжую часть. Или никто не сможет обойти этот забор и выпрыгнуть на проезжую часть. Так, ну ладно, полюбовались красивостями, а также уродливостями сортовала. И теперь нужно идти кушать, потому что ребята меня уже потеряли. Ребята, я иду к вам! А сейчас мы решили прокатиться на паровозе, который курсирует между Сартовалой и Валаамским причалом. Вон он, паровоз серии ОВ, самый старый из действующих паровозов. Вот, и что же мы видим здесь, в очередном туристическом месте? Очередной забор, очередной страшный забор какой-то там объекта. Короче, главный вопрос, как пройти, собственно говоря, к паровозу? Вот здесь забор, туда. Потом там тоже забор, и там забор, и везде забор. Как сесть на паровоз? Попробуем это выяснить, пацаны. Итак, что мы здесь имеем? Мы имеем красивый паровоз с красивыми вагонами. Но чтобы пройти на этот паровоз, нам предлагается воспользоваться, видимо, вон той зеброй. Вон она зебра, вон она зебра. И для этого нужно нам преодолеть вот этот забор. То есть нужно либо обходить вон там, вот идти вот так вот вдоль забора, потом туда-туда к зебре и там переходить. Естественно, никто не будет этим заниматься, да камон, мы же люди нормальные, мы не будем идти черт знает где. Мы пойдем самой простой, кратчайшей дорогой. И поэтому у меня возникает очень большой вопрос, почему здесь нет зебры, почему здесь эти заборы, что это за кринж. То есть вот здесь вот просто должна быть зебра с освещением, с пандусами, все как положено. Вот. И тогда будет здесь безопасно, чисто и аккуратно. И забор вот этот нужно заменить живой изгородью или вовсе его убрать. Вот и все. Все предельно просто. Но как же хорош паровоз ОВ. О паровозе я, конечно же, расскажу, но сначала прокатимся в этом открытом вагоне. Поехали. Пожалуй, Валаамский причал – это самый грустный туристический объект в Сартовале, потому что здесь, кроме заборов и стройки, нет ничего. Ну ладно, перейдем к хорошему. Итак, друзья, это будет у нас сейчас обзор туристического открытого летнего вагона. Вот так он выглядит изнутри, и сейчас мы посмотрим на него в деталях. И первое, на что хотелось бы обратить внимание, это памятка о пожарной безопасности. Почему я обращаю на нее внимание? Потому что обычно они любят делать просто распечатанную бумажку, файлики и клеить ее на скотч. Здесь же вот такая классная стильная табличка. Еще одна стильная памятка на металле, потрясающе. Вот такая тоже классная табличка со схемой установки велосипеда. Конечно, мою Украину так не повесишь, но ладно. Вот интерьер вагона такой вот. Сделаны здесь такие кованые элементы красивые. Деревянные скамейки, напоминающие скамейки в старых электричках. Есть здесь подстаканники. Есть здесь USB розетки, естественно. Вот такие вот розеточки. Все как полагается, как в лучших домах Лондона и Парижа. Есть колокол, есть красивые фонарики. Все знаки выполнены такими стильными под старину на металлических табличках. Вот такие вот красивые люстры здесь есть светодиодные. И, конечно же, классные часы. Владос, как тебе вагон летний открытый? Ну, хороший вагон. Но под МЦД не подойдет. Потому что здесь здесь не получится уместить много народу. Здесь нет 3 дверей, как в Иволге 4.0. Вот. Так неплохо, нормально. Так, логично. А как тебе? Королева восхищения. Самое главное была вкусная еда. Спасибо. Продолжим опрос абсолютно случайных людей в вагоне. Например, вот этого классного мужичка. Мужчина, расскажите, пожалуйста, как вам вот этот чудесный вагон, пожалуйста. Ага, все, бьем в колокол, и поезд, видимо, отправляется. Ладно, как тебе вагон? Прикольно.
Сейчас поедем. Я в таком не катался определенно. Так что прикольно. Интересно. Еще одна интересная особенность линии стартовала Валаамский причал заключается в том, что это просто тупик. Паровоз затягивает сюда вагоны, а поскольку здесь нет ни треугольника, ни другого путевого развития, обратно вся эта конструкция едет вагонами вперед. Вот мы сейчас именно таким способом и отправляемся от Валаамского причала. Я бы, правда, назвал это не Валаамский причал, а запорный причал. Ну, вы поняли. Вон он, наш паровоз, дымит, как и полагается паровозу. И мы едем вагонами вперед, господа. А вот как здесь все выглядит. За пультом у нас тираннозавр Рекс. Фактически это бывший подъездной путь. И сейчас здесь вот такой туристический маршрут. Это у нас вот Влад снимает контент, который он, наверное, выпустит раньше, чем я. Да, Влад? Красавчик. Едем по подъездному пути станции Сартовала. Вот, очень интересная картина. Так, вот мы можем видеть, как устроена велосипедная стойка в этом вагоне. То есть, еще раз, да, велосипед ставится колесом в эту захватывалку и поднимается наверх, и таким образом он стоит, и не нужно его поднимать руками. Очень удобно. А еще в составе поезда есть обычный пассажирский вагон. Вот мы сейчас посмотрим, какой это пассажирский вагон. Это обычный купейник, или... это ресторан, потому что здесь есть кухня, значит, это точно ресторан. Так, посмотрим одним глазком хотя бы. Это вагон-бар. В вагоне-ресторане пусто, но мы можем посмотреть интерьер этого вагона. Вот такой вот он тоже интерьер под старину, с классными занавесочками, с классными кожаными диванами. На столах здесь вот такие вот стильные светильники, как и во всех вагонах ресторана Русскеальского экспресса. Вот, на столе можно видеть карту финляндских железных дорог. То есть здесь в том числе Карелия и, видимо, часть финской территории нынешней. Смотрим, можно ли увидеть тендер. Эта дверь закрыта. Паровоз мы отсюда не увидим. Ну ладно. Возвращаемся в наш летний открытый вагон. Можно еще обратить внимание, как классно сделаны вот эти шкафчики. Тоже такие все стильные, с красивыми ручками. Вот такие вот холодильник даже так встроенный здесь. Вот этот для мороженого отсек тоже. Очень красиво все. Ух ты, здесь есть вкусняшки. Такая вот здесь приборная панель в этом вагоне. Я в этом ничего не понимаю, поэтому просто покажу и все. Конечно, вид из окна здесь довольно грустнявый. Надо что-то с этим делать, я считаю. Раз что туристический маршрут. Ну, серьезно, что это? Ну, разве руководство Сартовала не может организовать замену асфальта хотя бы здесь, хотя бы на туристической части маршрута? И, кстати, вот обратите внимание, мы пересекаем улицу на паровозе. Во, прямо на паровозе пересекаем улицу. Как вам такое? Интересно, как это выглядит снаружи. Было бы очень интересно посмотреть. Так, возвращаемся в наш открытый вагон, чтобы посмотреть на Сартовала во всей ее красе. Так, продолжим опрашивать абсолютно случайных, незнакомых людей, как я обычно это делаю в своих видео. Как вам ретро-поезд? Ретро-поезд очень отличный, исторический. Этот вагон, я так понимаю, сделан с нуля. Очень рад, что этот паровоз дожил до наших дней. Что касается локомотива, который толкал наш поезд, то это паровоз типа 040 ОВ, построенный в 1905 году на Невском заводе в Санкт-Петербурге. Раньше это был самый старый действующий паровоз в России, но в 2017 году он уступил этот статус паровозу «Мягкий знак» номер 2012, который, в свою очередь, построен в 1897 году. Вот такие раритеты у нас до сих пор сохранились, что, конечно же, замечательно. Что касается фотографий, которая получилась сейчас у нас с платформы, то вот. На будущее не советую вам фотографировать паровозы, толкающие вагоны, потому что обычно за ними тянется шлейф дыма и получается вот такое. Прикольно покататься в открытом вагоне. Правда, еще бы погодку был бы летнюю, да, вот представьте себе летом на улице так тепло, а то и жарко, и ты едешь, обдувает тебя ветерочек такой встречный. Но все равно прикольно, да и всего каких-то 100 рублей, блин.
в коем-то веке можно покататься в таком вот интересном вагоне под паровозом по бывшему подъездному пути и всего за 100 рублей. Ты слышишь, паровоз, он гудит, скорости тут такие небольшие. А главное, что весь дым летит в вагон, и ты прям ощущаешь запах паровоза. Да. Вот это прикольное ощущение. Да, ты можешь вдохнуть, так сказать, полной грудью весь пар и копоть, весь аромат паровозной топки и паровозной тяги. А сейчас прямо с этого подъездного пути мы попробуем сфотографировать Рускеальский экспресс, который возвращается из горного парка Рускеала. Тем более, что здесь открывается вот такой замечательный вид на основной ход. На перегон Хилюля-Сартовала. Сейчас здесь поедет наш паровоз. Мы его здесь и сфоткаем. И запишем видосик. В последнее время редкая для Москвы, но не для остальных российских городов машина ВАЗ-2104. Четверка, прикольная. Вот, а это у нас подъездной путь, по которому ездит паровоз. Сейчас мы идем вдоль подъездного пути, чтобы выйти на перегон Хилюля-Сартовала и там сфотографировать пригородный поезд РА-3. О-о, как же пройти, как же не замызгать эти чудесные кроссовки. Видимо, придется с краюшку. Так, барышня, включите, пожалуйста, музыку из Форт Боярда. Все, достаточно музыки с Форт Боярда. Хотя можно было пройти по нормальной дороге. Ну ладно. И тут внезапно начинается благоустройство. Вот только полюбуйтесь на эту шикарную дорожку вдоль вот этого потрясающего живописного озера. Здесь даже есть освещение и классные скамейки. Вон они. Далеко-далеко. Хотя, если посмотреть в другую сторону, то благоустройство, наоборот, заканчивается. Желаю Сартовале, чтобы благоустройство продолжалось и дальше. Туда и дальше. Вот, смотрите, какие здесь замечательные фигурные скамейки с удобной спинкой. Это вам не мышь на заборе написала. Это настоящая классная скамейка. Она сделана из бетона, а вот это у нее такие рейки. В общем, скамейку ставим лайк. И мусорная корзина тоже замечательная. Такая бетонная-прибетонная. Классно. Идем дальше. Тоже контентный любитель. Антуражная деревянная гигантская мачта линии электропередач. Так, наверное, для уточек огромная покрышка — это, конечно, хорошо, но у меня все же возникает вопрос, кто ее сюда притащил и бросил в воду? Кто этот богатырь, у которого есть куча ненужного свободного времени, что он носит вот сюда, вот откуда-то издалека резину и бросает ее в озеро? Странные люди. О нет, кто-то дал уточкам хлеб, а ведь уточкам нельзя есть хлеб, у них будет болеть животик от хлеба. Не надо кормить уточек хлебом. Канал влог ЖД-фотографа, канал еще и про уточек тоже. Итак, хлеб перехватывает нападающий, и он бежит к воротам с этим кусочком хлеба, но на него наступает команда голубей. И что же будет дальше? Он поворачивает направо, резкий рывок, и он прыгает в траву и несет свой хлеб дальше, прямо к голубям. Голубь хочет напасть, но он не отдает, он не сдается, и к нему набегают противники, и другая утка перехватывает этот кусочек хлеба и теперь несет ее в травку. Что же будет теперь? Она грызет хлебушек. Утка, тебе нельзя жрать хлебушек, дура. Что же будет дальше? Голубь подступает. Еще одна утка тоже подступает. Что же будет? Она перехватывает и начинает раздербанивать этот кусочек хлеба. И бежит с ним прямо к воде, где ее не достанут по меньшей мере голуби. Но мы потеряли утку из вида, и поэтому заканчиваем наш утиный репортаж. Это были утиные истории на канале Блог ЖД-фотографа. Ладно, вернемся все-таки на перегон. А то поезда же надо снимать, это же Блог ЖД-фотографа. Если вы любите старые автомобили, то имейте в виду, что в этом гаражном кооперативе хранится замечательный ЗАЗ-968. Удачи вам в поисках его хозяина и выкупе. И в приведении хоть в какое-то нормальное состояние.
Это вот окраина Сартовала. Тротуары здесь отсутствуют как класс. Но хотя бы асфальт хороший. Уже хоть что-то есть. Ладно. Смотри. Машка. С грузовым. О, кажется, сейчас фотобомбежа бросим и подъедут. Мы только что профукали грузовой поезд. Не очень большой, правда, но все равно. Что ты скажешь об этой ситуации? О том, что мы лохи, мы ушли с места, где стояли, и могли сфоткать старую Машку 2М62 вполне себе. Даже с небольшим грузовым поездом, то только что хотел снять Влад. А мне пофиг. Хотя, в принципе, Машка действительно в корпоративных цветах, так что ладно. Но все равно это грузовой в Карелии. Мы профукали грузовой в Карелии. А это что такое? Кто и зачем выкинул мусорную корзину туда? Как вы уже поняли, мы успешно профукали грузовой поезд в Карелии. Мега редкость. Грузовой поезд профукали. Грустно, очень грустно, но продолжаем фотографировать классные поезда. И к нам приближается в очередной раз Русский-Альский экспресс. Сейчас мы и сделаем еще одну фотографию, запишем видосик. Вот, смотрим на Русский-Альский экспресс. На этот раз нам попался паровоз Л-1344 1950 года, построенный на Брянском паровозостроительном заводе. Изначально паровоз работал в депо Красноярск, далее его передали в Барнаул, а затем в Белово, где он и закончил свою трудовую карьеру. Но в 2020 году его восстановили до ходового состояния. Мы наконец-то дождались и сфотографировали пригородный поезд с сообщением «Ладейное поле Сартовала», представленный дизель-поездом РА-3. Подробнее о дизель-поездах РА-3 я рассказывал вот в этом видео про Иваново. Смотрите, если еще не смотрели. С перегона Хилюли-Сартовала мы вернулись на подъездной путь, который ведет от станции Сартовала к Валамской пристани. И сейчас сфотографируем здесь нашу овечку нормально, а не в хвост, со шлейфом дыма. Будет у нас классная фотка. Поехали. И видео. И видео. Это вот это, наверное, место, где Сейчас. гора. Ладно, на трейн-фото надо смотреть, там карта. Что за паника здесь происходит? А здесь происходит очень интересная паника. Нам стало известно, что целых 2 крутых поезда можно будет снять между Сартовалой и станцией Коканиеми. Синюю Машку и, возможно, грузовой. Но это не точно все. Но мы, тем не менее, попробуем. И сейчас мы в спешке выбираем место, куда поехать. Ты готов ехать пятером в машине? Так, где же это, где же это? Ну грузись, давай карту. Ну, да, ну я так и думал. Что, это еще дальше? Ну надо вот сюда доехать и вот сюда подойти. Погоди. Мне кажется, ты не дойдешь. Вот, смотри, Р2 1017. Все правильно, нам надо вот сюда доехать до вот этого места. И здесь пешком, да, дойти? Тут Там же есть переезд, а от него пешком надо топать. Какой переезд? Вот, смотри, место.
Вот дорога. В это место мы пришли с переезда, да. Там переезд есть неподалеку. Нет, стоп, тогда мы можем ехать. Куда же мы поедем? Сейчас мы будем выбирать Тогда место. можем прямо поехать. Или прямо. Это вот это вот место? Вот смотри, это за озером. Вашему вниманию картина маслом. Предвкушение синемашки. Мы не знаем, снимем мы ее или нет, но мы читаем о ней. Давайте, продолжайте мечтать, давайте. Да, мы мечтаем о ней. Это факт. А вдруг она будет... Вот она будет зеленая. О, Господи, там пробка из уток, из других птиц. Сейчас мы будем их разгонять. Сейчас мы будем разгонять митинг из птиц. А вдруг это несанкционированный митинг Единой России? Как это? У Единой России разве бывает несанкционированный митинг? Ты что такое придешь? Ладно, это КПРФ. Ладно, я не с вами, я вас узнал. Минутка политики на канале Блог ЖД Фотограф. Да, уж минутка политики. Уж извините, никак без этого. Автобус-мастер не поверил в то, что мы снимем Машку, и ушел в закат. И Мишаня тоже ушел. Ну, а мы попробуем снять синюю Машку, да? Наша последняя на сегодня локация – это переезд на перегоне Сартовала Куоканиеме. И мы очень рассчитываем, что сейчас приедет эта синяя Машка. Напоминаю, вот так она выглядит. Пока что фотка с Rail Gallery, потому что не факт, что мы ее вообще поймаем. Но если она сейчас приедет, у нас будет тоже классная фотка с этой Машкой. А потом, возможно, будет грузовой с Сартовала в ту сторону. Если поедет еще и грузовой поезд после синей Машки, если, конечно, и синяя Машка поедет, у нас будет бомбическая фотография. Но, учитывая опыт прошлых лет, скорее всего, у нас будет 2 фотки пустых перегонов. Пустые перегоны. Время, потраченное впустую. Дос, почему ты такой грустный? Потому что мы поняли, что синяя Машка 1742 досрочно закончила ремонтные работы в той стороне и благополучно полчаса назад прибыла на станцию Сартовала. Соответственно, снимать мы ее будем, скорее всего, на станции. Но, в принципе, если сейчас повезет, то со стороны Сартовалы там грузовой поезд под 2Т-116, что на этой линии, конечно же, ну, не сказать, что редкость, но все равно грузовой поезд днем в Сартовале это редкость, так как их пускают в основном в ночное время. Стошик, он дымит, на, держи. Быстрее, держи. Я на свой сниму. Ты счастлив? Это Стошек? Покажи фотку скорее. Стошек. Ух ты, какой он стошечный и облезлый. А у тебя какая фотка? У меня? У нас одинаковый навоз. Ух ты, какая классная фотка. Такая отличительная от владовской фотки. Хорошо, что хотя бы у меня оригинал, хотя нет. Блин, какой же он облезлый, кошмар. Ну ладно, хорошо, хоть такой сняли. Так, ну что у нас в итоге на переезде? В итоге мы на переезде хотели сфотографировать синюю Машку, но поскольку нас очень долго водитель не хотел везти, в итоге все равно он повез, но привез уже поздно, когда Машка проехала. Машку мы не сфотографировали только этот выгоревший 2Т-116. Ну ладно, спасибо и на этом. Что скажешь, Слав, как тебе фотка? Да, фотка-то нормальная. Вопрос в другом, что нам теперь 2 километра пехать на вокзал. Вот. Это, конечно, не самое лучшее, но что, фотка нормальная, да. Синюю Машку сейчас, я думаю, на вокзале мы сфоткаем спокойно и поедем домой. Я считаю, программа удалась. Во-первых, мы сняли все паровозы, которые могли, Элки, ОВ. Но самое главное, это ОВ было снять, потому что он действительно редкий паровоз, тем более раньше его здесь не было. Плюс ТЭП-60, конечно же, мы сняли. Вот, я думаю, что мы сейчас еще один раз его снимем, потому что он скоро приедет с Сартовала назад. А знаете, почему мы идем пешком от переезда на станцию Сартовала, даже несмотря на то, что у нас хромой Влад, и мы вынуждены идти пешком? Потому что ни одно Яндекс.Такси не хочет ехать сюда по этой раздолбанной дороге и забирать нас за 100 рублей.
А вот платить водителю, который привез нас сюда, еще один косарь, нас жаба душит. Но почему никто из участников поездки не поддержал мою классную идею взять в Санкт-Петербурге каршеринг City Drive и поехать сюда на City Drive и ездить куда хочешь и когда захочешь, и не зависеть ни от каких автобусов, которых здесь нет, и ни от каких таксистов, которые не хотят ехать по говняным дорогам. Тем более, что в City Drive теперь можно ездить с 18 лет и даже без стажа вождения. А еще есть вот этот замечательный промокод, дающий скидки на первые поездки. Как можно было отказаться от City Drive по доброй воле? Ума не приложу. А ведь летом сюда ходит автобус 4-го маршрута целых 2 раза в день. Было бы сейчас лето, мы бы могли уехать на автобусе отсюда через 20 минут. Но сейчас осень, поэтому автобуса нет. А знаете, что случилось с автобусом, который сюда ездил? Да-да-да-да! Если что, это какой-то кавз. Поедешь на кавзе? Я боюсь, это далеко не уедет. Ну а близко, может, уедет. Да и даже близко не без колес. Эх, если бы здесь был автобус-мастер, он бы все рассказал про этот бревновоз. А вот место, которое, со слов таксиста, который нас сюда привез, является разворотным кольцом 4-го автобуса, который, правда, все равно не ходит, но, тем не менее, его конечный выглядит вот так. Твоя оценка этой конечной? 1 Собянин из 10. Потому что здесь нету плитки. Ну и также здесь лучше. Может, нам все-таки не стоило жать 1000 рублей, а? Ну, слушай, на эту 1000 можно пойти и выпить кофе. А нет, автобус все-таки здесь ездит, с ума сойти. Давайте мы его задокументируем. Тем более, что он здесь очень неплохо смотрится. Пазик 3205. Вот сейчас мы в нем прокатимся. Е-мен. Мы попали в ситуацию, когда ужасный Пазик оказался классным автобусом, потому что благодаря ему мы не пойдем пешком. Что скажешь, Влад? Я доволен. Я только не понимаю, где он останавливается, потому что нет остановки напротив. Мне кажется, вот так сделаем. Он за каждые 55 рублей будет бороться. Да? 55, да, правильно? Сейчас прокатимся в Пазике 3205. Пойдем ты в 60. Итак, мы вновь на перегоне стартовала Хилюля, и сейчас попробуем сфотографировать ТЭП-60 еще раз. Правда, как видите, уже довольно темно, непонятно, какая получится фотография, но зато мы прокатились в автобусе ПАЗ-4234, а ПАЗ-4234 это удлиненная версия автобуса ПАЗ-3205, а ПАЗ-3205 это самый массовый автобус, когда-либо производившийся в России и в Советском Союзе. Выпускались эти автобусы с 1989 года. Сама модель 3205 базовая уже, конечно же, не выпускается, но зато выпускаются различные ее варианты, целая куча. С такими дверями, с такими дверями, с газом, не с газом. И вот, в частности, есть модель 4234, в которой мы прокатились, имеющая удлиненный кузов. Вот такая вот интересная история. Всего построено более 145 тысяч автобусов ПАЗ-3205, только 3205. И неизвестно, сколько построено всех остальных модификаций. Подозреваю, что это вообще самый массовый в мире автобус. Хотя точно не знаю, но уж точно в России это самый массовый автобус. И вот на таких дорогах, по которым мы только что ехали, таким автобусом самое место, а не в городах, на нормальных асфальтовых улицах. Впервые в жизни я рад, что прокатился в Пазике 4234, потому что он вывез нас с этой дурацкой дороги, и нам не пришлось идти пешком неизвестно сколько по грязи. И мы еще успеем снять ТЭП-60, правда непонятно как. Попробуем же это сделать. Еще одна достопримечательность стартовала – паровоз Р-788-81, 1953 года постройки. Паровозы Р строились много на каких заводах, причем не только в самом СССР, но и в странах соцлагеря. Например, в Венгрии, в Чехии, в Румынии. А вот этот экземпляр построен на заводе Познань в
Польской Народной Республики. А напротив паровоза потрясающая деревянная финская архитектура с классными шпилями. О да, шпили! Он знаменит своим шпилем 123-метровым. Так, ТЭП-60 успешно проехал мимо. У меня на объективе оказалась какая-то грязюка. В итоге фотка получилась вот такая. Но я ее все равно оставлю. На ваших глазах советское кирпичное здание преобразуется в сайдинговую ерунду. Правда, сейчас пока только утеплитель уложили, но потом обязательно положат и сайдинг. Они умеют это делать. А мы идем смотреть на синюю Машку. Пусть в коллекции будет хотя бы такая фотография. Правильно я говорю? Напишите в комментариях. О, паровозный рай, кстати, смотрите. Тут у нас овечка стоит, дымит. В депо стоит элка, тоже дымит. Еще одна элка тоже дымит. Короче, сортовало это у нас такое вот паровозное царство. Если вы любите паровозы, обязательно сюда приезжайте и фотографируйте классные локомотивы. О! Наш двухэтажный московский поезд уже подан под посадку, правда, он отправится еще больше, чем через час. Ребята все куда-то подевались, я остался совсем один. Какой ужас в незнакомом месте. Но пока их нет. Напоминаю, что если вам нравится контент, который я делаю, можете поддержать меня монетой. Для этого есть Boosty, там есть несколько уровней спонсорства. Самое лучшее — это за 500 рублей будут доступны бонусные видео. Есть другие уровни спонсорства, знакомьтесь по ссылке в описании. Также можете приобрести набор открыток с поездами, с городским транспортом. Каталог тоже в описании. Ну и авиасейлс, конечно же, и все остальное. Так, а я пока отправлюсь искать ребят. А на этой прекрасной ноте мы заканчиваем. Конечно, приедем сюда как-нибудь еще раз, но уже на каршеринге, потому что без машины здесь делать особо нечего. С вами был Игорь Абросимов, Влад Григорян, Мишаня, автобус-мастер, Петя за камерой. Всем привет и пока. Смотрите другие видео на канале Блог ЖД Фотографа и на канале Метро Жизнь. Подписывайтесь на эти каналы. Спасибо за просмотр и до новых встреч.